Всем привет! Сегодня опять будем бороться со стуками при трогании в Ниве Chevrolet. Собственно, приехал один из автомобилей, в котором я в одном из недавних видео менял дифференциал в раздатке и, соответственно, сцепление. Но там диск сцепления оказался примерно такого же устройства, как и старый диск, то есть он болтался. Сегодня вот такой вот диск имеется. Сейчас поставлю его и посмотрим. Изначально на нем нету уже вот этого вот устройства, которое позволяет цапфе, или как и ступице диска, здесь прокручиваться. То есть он изначально жесткий. В общем, сейчас будем менять сцепление, ставить вот этот диск Exedy. Итак, снято у нас сцепление с автомобиля. Вот диск Sachs. Тот, который стоял, проехал, там он очень мало. Но для тех, кто не видел прошлое видео, этот диск у нас имеет вот такую вот особенность. Он болтается. Это не просто болтанка, это специально сделанное заводом, неизвестно для чего. Вполне вероятно, на всяких Lada Vesta, куда он еще ставится, это для коробки робота или что-то такое. Вот диск Exedy, который сейчас будем ставить. У него такого нету. Ну, весь его люфт в пределах люфта на шлицевой. Ну, то есть он, конечно, есть, но меньше он быть не может. В остальном диски, в принципе, идентичны и по толщине, и по количеству демпферов. Единственное, что могу сказать, на Sachs диске пружина не такая толстая, внутри стоит вторая пружина. На Exedy просто более толстая проволока в витках пружины. Пружина одинарная. В остальном диски очень похожи. Единственное, что мне не нравится, что в них достаточно мало, особенно в Exedy, достаточно мало медной стружки. Ну да ладно, будем ставить то, что есть. Тут уж выбирать не приходится. Я, к сожалению, забыл показать до снятия сцепления, но покажу сейчас. В общем, включена у нас 4-я передача. И вот суммарный люфт в коробке. То есть в сцеплении здесь абсолютно нету никакой сейчас болтанки. Что мы имеем в итоге? Как был у нас люфт из-за приводов. Видно, да? Так он, наверное, и остался. Итак, что хотелось бы сказать в итоге. В общем, через несколько дней после этой операции по замене диска сцепления со мной связался владелец этой машины и сказал, что все было сделано не зря, ушли все стуки, болтанка и прочее, все, стало, в машине стало все как надо. Поэтому можно, в принципе, рекомендовать такой диск к установке. Вот. Убирает он значительную часть люфта в машине. Но, тем не менее, все равно привода бы я поменял, потому что, в них люфт просто запредельный. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.